Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, уже слышали о нашумевшем сериале «Игра в кальмара». И в этом мастер-классе мы с вами будем лепить отрицательного персонажа из этого фильма. Приступаем к работе. Из полимерной глины Fimo Soft малинового цвета раскатываю пласт толщиной около 2 мм. На бумаге я нарисовала вот такого человечка и вырезала его. Получившийся шаблон кладу на пласт глины. Хорошо его прижимаю. По шаблону макетным ножом вырезаю человечка. Иголочкой продавливаю линии. Вырезанного человечка кладу на этот же пласт. Хорошо его прижимаю, чтобы между ним и пластом не осталось пузырьков воздуха. И вырезаю. Линии ручек, головы и застежки комбинезона хорошо продавливаю иголочкой. С помощью влажной салфетки заглаживаю края, делая их более округлыми. Из полимерной глины черного цвета раскатываю пласт толщиной 1 мм. Разрезаю его на 2 части. Одну часть пока убираю в сторону, а на другую часть наношу тальк. И с помощью рукоятки макетного ножа делаю на глине отпечаток, имитирующий сеточку. Из пласта глины с фактурой круглой формочкой вырезаю деталь. Тупой стороной лезвия на детали продавливаю вот эти линии. В верхней части детали люверсом продавливаю круг. На голову человечка наношу Fimo гель. И приклеиваю круглую деталь. Затем беру вторую часть пласта черного цвета. На ножки, пояс и ручки человечка наношу Fimo гель. Из пласта черного цвета вырезаю узенькую полосочку.
Приклеиваю ее на пояс. Затем от этого же пласта отрезаю небольшой кусочек. Кладу его на ручку человечка, прижимаю со всех сторон силиконовой кисточкой и отрезаю лишнюю пластику. То же самое делаю с ножками. Из глины черного цвета катаю тоненькую колбаску. Эту колбаску вклеиваю в бороздку между телом и ручками. Телом и головой. И в бороздку в месте расположения застежки комбинезона. Теперь катаю тоненькую колбаску из глины белого цвета. Вклеиваю ее в бороздку, сделанную ранее люверсом. Заглаживаю стык между концами колбаски. Отправляю фигурку запекаться. Все готово. По такому принципу я сделала и остальных человечков. Их можно использовать в качестве брелочков или значков. Останется лишь прикрепить нужную фурнитуру. А я очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на группу ВКонтакте и профиль в Инстаграм. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!